Посмотрите на этих королей мезозойской эры. Тираннозавр, внушающий страх. Мегалодон, от вида которого в жилах стынет кровь. Велоцирапторы, которые своим кровожадным взглядом могли поставить жертву в ступор. Вроде никто и никогда не мог бы испугать этих хищников мезозоя, но это не так. Рядом с ними жили существа, которые на первый взгляд казались безобидными, но они имели возможность испугать самого храброго доисторического хищника. Представляем вам первого героя – древний утконос. Вы не ослышались? Семейное дерево утконосов уходит корнями далеко в прошлое. Предки этих млекопитающих уже существовали 250 миллионов лет назад. И причем мать-эволюция прошла мимо них, даже не заметив. Когда ученые обнаружили современного утконоса, то они были шокированы, настолько это животное было удивительным. Ведь согласно эволюции, такого животного не должно было вообще существовать на планете. Неужели его сотворил сам Бог? А ведь не зря утконоса еще называют шуткой Бога, который после сотворения жизни на Земле взял остатки неиспользованных частей животных и создал эту зверушку. Утконос – это достаточно редкий, очень древний и, если честно сказать, какой-то странный зверь. А еще говорят, что он необычайно милый. Но за милой внешностью скрывается настоящий инопланетный пришелец. Прям какое-то супер-пупер-мега животное. Дело в том, что этот няшный зверек имеет продвинутую систему навигации, которой не могут похвастаться даже некоторые современные корабли и самолеты. А как иначе можно назвать то, что под водой утконос закрывает глаза, ничего не видит, ничего не слышит и при этом плывет именно туда, куда ему надо? К тому же современный утконос обладает очень опасным оружием. Самцы утконоса – красавцы в прямом смысле этого слова, но довольно опасные парни. Их задние лапки оснащены ядовитыми шпорами, которые они активно используют в период брачного сезона. Яд этого милого малыша способен убить собаку динго. На человека такого эффекта яд, увы, не производит. И как всегда в жизни утконоса опять отличился человек. Люди активно уничтожали утконосов, потому что, по глупому мнению людей, утконос мог убить человека своим ядом, но максимум, какой вред могло нанести это животное – сильную боль, которая впоследствии проходила. Утконос – этакий Франкенштейн животного мира, который сочетает в себе отдельные части млекопитающих, рептилий, птиц и даже рыб. Тейнолофос – это один из далеких предков утконоса. Он обитал 115 миллионов лет назад в начале юрского периода и практически был таким же, как его современный потомок. И встреча хищного ящера с тейнолофосом не сулила первому ничего хорошего. Такие хищники, как велоцирапторы, могли оказаться случайной жертвой древнего утконоса, который был размером всего лишь 10 сантиметров. Нравится видео? Ставьте палец вверх и оставляйте свой комментарий. Не подписались на канал? Подписывайтесь прямо сейчас. Не забудьте нажать на колокольчик, его вы найдете рядом с видео. И смотрите наши новые и интересные выпуски. А мы продолжаем. Вот еще один доисторический обладатель ядовитых когтей – Жангеотерий. Этот маленький зверек, очень похожий на землеройку, нес реальную опасность хищным динозаврам. Палеонтологи нашли необыкновенно интересную находку – окаменелого синозавра птерикса. Имя динозавра переводится как «китайский ящер с перьями». Динозавр этот умер, не переварив полностью свой последний обед. И этим обедом как раз оказался Жангеотерий. Ученые полагают, что этот динозавр был смертельно отравлен. Вот как это могло случиться, рассуждают палеонтологи. Синозавроптерикс ловит млекопитающее своими передними лапами, но жертва пускает в ход свое оружие, впрыскивает яд в плоть динозавра. Динозавр падает на бок и умирает.
Как говорится, прав не тот, кто сильнее, а прав тот, у кого есть оружие. Еще один маленький, но очень сильный представитель древней фауны. Предок гаитянского щелезуба. Он проживал на закате мелового периода 78 миллионов лет назад. Ядовитый аппарат у них несколько напоминал змеиный. Токсичная слюна производилась подчелюстной слюнной железой. Но самое интересное то, что эти древние обитатели не имели иммунитета от своего же яда и частенько погибали от собственных укусов и укусов своих сородичей. А вот, к примеру, предок косматого хомяка тоже не производил свой собственный яд. Он сдирал кожу с деревьев, обладающих сильной токсичностью. Затем хомяк пережевывал кору, делая из нее жвачку, типа как коровы делают жвачку из травы. И он облизывал этой жвачкой всю свою шерсть. В итоге он становился носителем ядовитой шерсти. И горе было тому, кто пообедал этим хомяком. Смерть была моментальной. Знакомьтесь, это бизон Альвиус брауни. Этот зверек был также похож на землеройку. Обладал ядовитыми передними зубами и при встрече с хищниками, которые были не сильно разборчивы в представителях маленьких размеров, мог дать ошеломляющий отпор. А вот ежики, которых мы все любим. Как современные ежи, так и их древние предки имели и имеют очень интересную особенность. Ежи – это профессиональные охотники, которые едят все и вся, что меньше их ростом. К примеру, некоторые виды ежей охотятся на ядовитых лягушек. Они, как мастера своего дела, прокусывают ядовитые железы на коже лягушек и размазывают содержимое по своим иголкам, тем самым создавая из себя очень опасный для хищников щит, при атаке которого нападающий просто умирает от смертельной дозы яда. Их дальние предки пользовались точно таким же оружием против ящеров-убийц. По гипотезе ученых, примерно 255 миллионов лет назад животное Эучамберсия обладало ядовитыми железами. Правда, тогда и динозавров еще не было. Животное относилось к отряду теропсид, но этот зверек не защищался от хищников. Он сам был хищником и сознанием дела использовал свои ядовитые атаки на добычу. А вы знали, что предки современной мурены уже жили 100 миллионов лет назад? И они, как современная мурена, были ядовитыми. Если мурена сама была карликом по сравнению с тем же леоплевродоном, то она могла постоять за себя даже перед таким гигантом. Яд был чрезвычайно ядовит, и его хватало, чтобы доставить проблемы даже таким огромным морским обитателям. Древние скорпионы, имевшие длину в 2,5 метра, были очень большой проблемой для динозавров, потому что чем больше ядовитая тварь, тем токсичнее ее яд. Конечно, были охотники, которые нападали на таких гигантских членистоногих, но скорее всего они были молодыми и неопытными, и поэтому погибали от сильно действующего яда скорпиона. Ну и, конечно, ядовитые змеи. Они являются древними представителями нашей Земли. И многие из них, находясь перед противником, который был в 3, а то и в 4 раза больше, бесстрашно бросались в атаку. И если атака была удачной, то неудачливый ящер погибал. Пожалуй, самый неожиданный зверь среди ядовитых млекопитающих – приматы – толстые лори. Толстые лори – единственный известный род ядовитых приматов и один из всего лишь 7 известных ядовитых млекопитающих. Яд выделяется железами на передних конечностях. В смеси со слюной яд или размазывается по голове, чтобы отпугивать хищников, или держится во рту, позволяя лори особенно болезненно кусаться. Яд толстых лори способен вызвать удушье и смерть не только у мелких животных, но и даже у человека. Втертый в мех яд служит также защитой от паразитов. Конечно, предки лори могли и не застать динозавров, но вот отражать атаки какого-нибудь саблезубого льва вполне могли. Электрические и ядовитые скаты.
Древние скаты не только охотились за безобидными маленькими рыбками, но и наносили ощутимый вред нападавшим на них морским хищникам, типа доисторических акул, которые не прочь были полакомиться свежим скатом. Но такая охота превращала самого охотника в жертву. Мы не станем перечислять всех древних ядовитых обитателей. Их существовало очень много. Напомним вам только еще об одних ярких представителях мезозойской эпохи. Это древние осы. Они были крупнее современных ос, и их яд был гораздо сильнее. Сильнее настолько, что мог умертвить даже очень крупных хищников. Конечно, многие из рассказанных нами животных погибали или были съедены древними ящерами. Но даже будучи съеденным, животное передавало свой смертельный привет его обидчику. Спасибо, что посмотрели наш выпуск до конца. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться, если еще этого не сделали. А также жмите в колокол, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».